оставлю это все и вообще буду другим заниматься, буду отдыхать, чтобы меня никто не напрягал. Реально ли в твоем случае избежать постоянных сравнений с Хабибом? Все дети у нас в республике тренируются. Все хотят стать Хабибом. Там долго ждать какого-то топа, это уже все пройденная история. Потеряли тропинку и пришлось ночевать в лесу. Есть мнение, что ты улучшенная версия Хабиба. За буквально неделю где-то меня поставили в курс, что вот так у тебя есть проблемы с сердцем, и мы не можем тебя отправить. Это не был просто тренером. Вот ты пришел, он тебя потренировал, он был во всех твоих делах. Хабиб заканчивает карьеру, следующим чемпионом должен становиться Ислам. Что, ты еще никто шорты не поймал? Нет. Хорошее начало интервью, да? Вот помню, в Грозном прям сразу сказали, даже не пробуй выходить в шортах. Здесь сказали то, что лояльно относятся. Не лояльно? Рискнуть решил? Нет, сказали лояльно. Я думаю, ну раз лояльно, значит можно. Лояльно, но есть кому не нравится, есть кто может подойти, замечание сделать. Грубить не будет, аккуратно, вежливо попросит. Ислам, наконец-то долгожданный громкий бой у тебя с большим соперником Рафаэль дос Аньос. Во-первых, как ты чувствуешь, что наконец-то дали именитого соперника? Честно, когда только позвонили, предложили, сразу как обрадовался. Просто сказали, может быть потенциальный соперник. Еще где-то пару месяцев назад я сказал сразу вперед, если там вдруг предложат, то сразу соглашаемся. И ждал, ничего не говорил, даже никому особо ничего не говорил. Ждал, думал, он согласится, не согласится. У него там, я слышал, какая-то пробная сгонка веса идет, он хочет попробовать на 70. И думал сначала 50 на 50 получится, нет. Но вроде бы сейчас все уже, контракты подписаны. Рафаэль дос Аньос прямо сейчас, как оценишь его вообще? Это бывший чемпион и легенда, или это уже человек, который на спаде? Конечно же, бывший чемпион и легенда, это 100%, потому что очень хорошо он себя показал на 70 килограмм. Со всеми почти подрался и завоевал пояс и потерял пояс. Также, можно сказать, нелепо просто. Он нормально вел бой и пропустил удары. И как-то у него потом не пошло на 70, перешел на 77. И там он себя хорошо показал. Все его поражения, кроме последнего, я сказал бы, всем только топовым проигрывал. Очень крепким ребятам. Но сейчас последний бой, я думаю, у него не удался вообще. И он опять решил спуститься. Как относишься к тому, что у нас достаточно часто со скепсисом относятся к таким боям и говорят, что это ребята уже на излете? Я не знаю, я там долго ждать какого-то топа, это уже все пройденная история, это слишком долго. Сейчас, если я сказал бы нет, я хочу там кого-то из топа, ждал бы еще пару месяцев, потом уже когда уже приходится соглашаться, ты уже дерешься там не из топа, там может даже дебютантом попасть. У тебя достаточно долгий простой вышел. Бойцы ржавеют за это время или, наоборот, можно поработать над технико-тактическими действиями и выйти обновленным? Ну, наверное, бойцы, которые в возрасте, это для них, наверное, плохо. А для меня я еще расту, в каких-то там аспектах добавляю, наоборот. Я весь год тренировался, мне уже как 2 раза, мне уже почти, один раз был у нас назначен до пандемии, мы готовились. Очень хороший сбор прошли, очень сильно отпахали там. Это тоже, конечно, в плюс идет, потому что почти там 2 месяца мы тренировались, и это не может на минус пойти. Это тоже как рост для бойца любого. Потом мне еще назначали один бой в связи с тем, что наш тренер скончался, я тоже отменил этот бой. И уже всей командой решили, что уже долго нельзя простаивать, надо уже выходить драться. Чем ты связываешь тот факт, что достаточно долго тебе не давали громкие бои? Ну, моя мысль, это ничем не доказано. Я просто думаю, что Хабиб является чемпионом, и UFC понимает, что мы не будем драться, и не спешат просто меня как-то продвигать, давать мне топов, чтобы я там выигрывал пацанов, которые идут на хороших сериях. Просто я зайду в топ, и там буду бить каких-то претендентов, и что просто 70 килограмм будет неинтересно. Может быть так, может, не знаю. Точно я не могу ничего сказать. С Хабибом уже говорили по поводу дос Аньоса, потому что все-таки его бывший соперник? Просто разговаривали, он говорил, очень хороший бой для тебя, очень интересный бой получится. А не объяснял, в чем именно, за счет чего? Нет, еще не разговаривали на эту тему. Я думаю, сейчас мы скоро уезжаем на сборы. Думаю, там
поговорим на сборах про это. Как раз ты сейчас сказал то, что, возможно, не дают топов, потому что Хабиб чемпион, и ты можешь перебить претендентов. Как вообще относишься к этой, так скажем, преемственности? Потому что я помню, и Абдулманап много раз говорил, что Хабиб заканчивает карьеру, следующим чемпионом должен становиться Ислам. Тебя вот планомерно в течение карьеры ведут на то, чтобы в итоге сменить Хабиба, или это не связанные вещи? Ну, тренер так планировал. В идеале было бы так. И я бы хотел так, чтобы пояс от него перешел ко мне. Но не знаю, это пока просто планы такие нереализованные. Угу. Как ты считаешь, при благоприятном стечении обстоятельств и победах, сколько нужно тебе боев сейчас, чтобы добраться до титульника? Ну, я думаю, максимум 3 боя. Максимум? Потому что сейчас у меня 6 побед в серии, 9 побед в серии, это уже достаточно, я думаю. То есть как раз вот у Хабиба 2 боя, у тебя 2-3 и смена. Да, думаю, ну вот так было бы в идеале. Друзья, проект «Руки выше» делает небольшая команда. Продюсер, оператор, монтажер и я. И перед каждым громким боем мы всегда жестко зарубаемся. Кто победит? И все так уверены в своих прогнозах, что готовы заряжать на результат. Тем более, что у нас появился крутой и надежный партнер – Bad Boom. Регистрация на сайте или в приложении занимает всего несколько секунд. Каждый день доступны более 1000 спортивных событий. Бонусы, кэшбэки, программа лояльности. Все, чтобы кайфа от боев или матчей было еще больше. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйся и получи 1000 бонусных рублей. И чисто от меня подгон. По промокоду HANDSUP получишь еще до 1000 бонусов сверху. Еще раз, переходи по ссылке, регистрируйся и ставь на своего фаворита. А мы продолжаем. Ислам, недавно видел у тебя в Инстаграме пост, связанный с мотоциклами в горах. Еще до этого видел, как любишь кататься на лошадях, но сейчас, наверное, больше про мотоциклы. Что это было? Это такое наше. Планировали временное увлечение, потому что наш тренер это не любил, такие опасные виды спорта. Это было тройное сальто. Закинул? Да. Затянуло нас, и мы иногда катаемся, выезжаем в горы, там по всяким разным районам катаемся. Последний раз мы катались и забрались как бы на вершину горы, и начало темнеть, как-то не рассчитали время, и все, сбились с дороги, потеряли тропинку, и пришлось ночевать в лесу. Проночевали в лесу и как раз в село выехали. Ну, не планировали ночевать, так получилось просто, что опасно было дальше ехать, не видя ничего, там просто одними фарами не осветить дорогу, там не поймешь, куда ехать. И проночевали, но уже люди с села знали, что мы катаемся, и как у нас не получилось вернуться в село, они к нам ночью поднялись, принесли нам еды. И Просто видели, что вы там наверху в горах, да, и принесли еду? Да, и фары там светили, свет был, и ночью подняли к нам еду. И на утро как раз село, все благополучно, без травм спустились. А ночевали прямо на земле? Да, ничего с собой не было, прям так же, кто там на экипировке, там боты использовал за место подушки. Ну, были спички, разжигли костер. Такой запоминающийся день получился. Будет о чем вспомнить потом. А так не было ни еды, ни воды? Да, вода была, мы прямо у родника остановились. Это еще был день поста, когда все постились, и нечем было отпустить пост, только вот водой отпустили, и в 3 часа ночи нам и еды подняли потом. А увлечение езда на лошадях? Это тоже такое? Езда на лошадях это уже как-то не просто увлечение, как-то это уже очень сильно затянуло, и у меня уже 5-6 лошадей, и уже там, планирую сейчас взять скаковую лошадь, выставлять ее, чтобы она бегала на соревнованиях. Серьезно? Уже такое
не сказать просто, что это увлечение. То, что ты сам круто катаешься, я видел. Но содержание лошадей, это же наверняка еще очень дорого и затратно просто в физическом смысле. Да, ну это затратно. Ну, в среднем цена за одну лошадь, ну, минимальная цена это 15 тысяч рублей в месяц обходится одна лошадь. Ну, я уже построил свою конюшню. А если у тебя есть своя конюшня, то это уже небольшие расходы, потому что ты можешь купить в сезон, ты можешь купить тонну овса, ну, за 10 тысяч рублей, и это тебе хватит надолго. Если у тебя есть своя конюшня, там свой человек, кто смотрит за лошадьми, это уже не затратно. А скаковую лошадь откуда хочешь брать? Скаковую лошадь, ну, это такое тяжелое дело, найти хорошую скаковую лошадь, это уже какие-то профессионалы, если где-то найдут лошадь, мне предложат там какого-то молодого коня. Но это нужно где-то там из Эмиратов гнать? Нет, это здесь у нас в России есть очень хорошие лошади. Угу. В Чечне у нас, вот, можно сказать, одни из лучших лошадей тоже. И в Чечне давно этим занимаются и более так широко занимаются, там много ипподромов хороших. Угу. И сколько стоит в среднем скаковая лошадь? Ну, я думаю, 500 тысяч можно найти хорошую скаковую лошадь. Ну, это лошадь, это так же, как спортсмен. Тренируешься, да, пашешь. У лошади такой же режим, как у спортсмена, так же они, как у человека, как они также кушают, тренируются, утром потренировался, все, они закрыты, целый день спят, отдыхают, вечером потренировался. Температура тела у лошади, как у человека. Ну, очень много, конечно, от родословной зависит, но есть люди, которые и говорят, что не так много от родословной, как от тренировок зависит. Как ты ее подготовишь, как она с детства будет тренироваться. И у тебя тоже вот есть желание довести лошадь до какого-то там чемпиона мира звания или просто да, чтобы я пока выступала? этих эмоций не ощущал, но говорят, если твоя лошадь один раз выиграет на соревнованиях где-то, то это все. На любых соревнованиях? Да, ты этим болен. Ты болен этой лошадью, ты делаешь все, там, последние деньги вкладываешь, чтобы она хорошо себя чувствовала. Но это в мечтах только, чтобы она выступила где-то на чемпионате мира, на Кубке мира, чтобы она там пришла первая. Это. Но это только там каких-то стран, королей, лошади становятся там первой. Ну, теперь и там гонорары намного больше, чем у бойцов. Ну, теперь будем болеть не только за тебя, но и за будущую лошадь. В скором времени получится. Как ты считаешь, за это время, что ты в UFC, и вот к моменту, мы надеемся, будущего титульного поединка, сильно ли поменялся дивизион? Слабее он точно не станет. Всегда было, что 70 килограмм UFC это... Я думаю, немного людей со мной поспорят, что 70 килограмм это самый конкурентный дивизион. Анализировал, смотрел бойцов из 115 моего веса и там с другими весами сравнивал. И понимал, что дивизион впереди намного других. Ну, например, сравнить с 93 килограмм. Я не считаю, что... Ну, я считаю, что 93, например, 6-7 человек очень таких крепких ребят. Ну, до недавнего времени вообще был Джон Джонс и все остальные. Да, вот так и было. Например, другие веса выигрывают 2 боя, уже в топ-10 попадают. А у нас есть ребята, которые по 5 боев выиграли еще. 6 боев выиграли, еще даже никто не знает. У нас есть парень, бразилец, я знаю, он 6 боев выиграл, Кевин Али выиграл, он еще даже не в топ-15. На турнире UFC 254 будет прям большой десант вашей команды. Добавляет ли это что-то в атмосфере внутри раздевалки, когда вот все свои рядом, все свои дерутся? Ну, лично по мне это нормально. Мне нравится, когда вместе готовимся, вместе вес гоняем, вместе в раздевалке, там все там медиа-дни вместе. Когда ты один дерешься на турнире, как-то вот вся команда старается под тебя, и как-то по-любому у нас, мой бой, вся команда бывает в сборе, Хабиба бой, вся команда по-любому, и как-то столько людей приезжают чисто из-за тебя, там столько людей суетятся, а когда толпой, как-то вообще быстро и легко проходит это все. Нет ли здесь определенного риска, наверное, и давления, потому что если вдруг кто-то проигрывает, это может сказаться на моральном состоянии всех? Я думаю, есть. Это, то есть присутствует, да? Да. Например, вот в последний раз в Абу-Даби
По-любому очень сильно даже не то, что за одноклубников там, с нашей, за Россию, кто дерется, ребят, очень сильно переживаешь и смотришь там бой, по-любому в раздевалке тебе надо разминаться, а ты там одним глазом смотришь бой и переживаешь. Так же было, вот Зуба дрался, такой напряженный бой был. Мы сидели просто и смотрели бой, даже не разминались, там не думали о своих боях. Можно этот момент тоже перебороть, отнестись с пониманием и к поражениям, и к победам. Чтобы закрыть тему поражений, у тебя в карьере одно единственное. Есть мнение, что поражения учат гораздо большему, чем победы. Ты можешь сказать это про себя? Думаю, да. Но я бы не хотел так учиться, но я думаю, по-любому поражение учит тебя к многим вещам. Оно тебе вообще открывает, ну, ты смотришь на бои новым взглядом каким-то. Ты уже понимаешь, что любой может тебя остановить, и сильный соперник, и слабый соперник. Я бы не сказал, что я проиграл бойцу сильному. После меня, вот я, например, до сих пор иногда захожу смотреть его статистику, после меня еще ни один бой не выиграл. И вот понимаешь, что просто любой может попасть, и бой может остановиться. Что поменялось в тебе вот в тот момент? Что ты понял, вот нужно это поменять, чтобы больше такого не происходило? Вот в этом бою именно я думал, я буду на него бежать, бороться, бить. Я был в очень хорошей форме, думал, 15 минут, никто не загонит меня, я не устану ни с кем 15 минут. Смотря его бои, он дрался и с Рустам, он одна завязка, и он все, 2 минуты просто бегает, отдыхает. Я знал, что он устает, думал просто напором как-то взять его. И вот так получилось, что я пропустил удар, и после этого я уже понял, что не надо спешить, надо аккуратно драться. Вообще напор, давление, прессинг и сумасшедший функционал – это фишка вашей команды. Ты согласен? Думаю, да. За счет чего так получается? Не у всех. Так-то все знают, что у Хаиба такой стиль, что он может просто даже 25 минут без остановки напирать, драться. Я думаю, 15 минут хорошо подготовленный боец в одном темпе вывезет. У нас в зале всегда самое главное было это пахота. Нам тренер как-то с раннего возраста прививал это, что надо пахать. Остальное само как-то все сложится, получится. Слышал и там обсуждал с ребятами из Старого Оскола, что существует то, как тренируется и ведет себя перед боями и стиль Федора Емельяненко, и под него подстраиваются многие. Ну, то есть тренеры пытаются перенести стиль Федора на других подопечных. Есть ли такое в вашей команде, что вот есть Хабиб, главная звезда, есть его стиль, и этот стиль пытаются подогнать под всех? Не пытаются подогнать под всех, просто ребята сами хотят такой стиль ведения боя. У нас есть в зале ребята, даже вчера я с одним разговаривал, недавно бой выиграл, и он практически не ударил ни разу за бой, просто валил и держал. Он говорит, я говорю, тебе надо, научиться, хорошо в стойке двигаться, потому что будет бой, когда тебе придется драться в стойке. Он мне говорит, вот же Хабиб тоже в начале карьеры просто всех валил и внизу держал, бил. Я ему пытался объяснить, что то, что было 5, 6, 7 лет назад, уже это совсем не так. ММА очень сильно развивается, и что было время, когда наша школа именно в партере была сильна, никто не умел делать болевые, не умел защищаться. А сейчас уже это не так, потому что все умеют защищаться, все умеют с партера почти вставать. Из-за этого я говорю, не надо смотреть на тогдашнего Хабиба. Если, например, хочешь Хабиба брать в пример, смотри, как он сейчас дерется, как он сейчас тренируется. Смотрят ли ребята на то, что нужно добавлять зрелищности, а не только бороться? Смотрят на это, конечно же, но это точно не главное. Не главное. У любого бойца главное выиграть. Это кто говорит, для меня главное показать зрелище, это у таких людей нет таких чемпионских целей. Просто он хочет показать зрелище, выиграть бонус, проведет он зрелищный 3, 4, 5, 6 боев. Потом уже на закате карьеры это уже скажется. Потом на здоровье это все скажется еще. Что говорить критикам, которые всегда говорят, борцы – это одеяло? Зачем на каждого внимание обращать, что-то ему отвечать? Одеяла нет, по-любому же все смотрят бои. Просто не смотреть, если не нравится, можно не посмотреть бой и все. Как считаешь, есть ли ведение боя в том, которым привыкли работать вы, опять же, оглядка на то, что это не только дает результат, но и минимизирует урон тебе, то есть меньше ударов, меньше сечек, да, меньше это всего? Однозначно, потому что посмотрите, как Фергюсон дерется. Гейджи. Да, Гейджи, столько ударов пропущенных,
100% это Сказывается, не пройдет бесследно. Всем нравятся зрелищные бои, но потом это они не смотрят, они не думают о том, что у него тоже есть семья, что чем он занимается после своей карьеры. Все, его забыли, он закончил карьеру, все, человека забыли просто и все. Как делать так, чтобы не забыли? И нужно ли вообще это бойцам, чтобы их не забывали после завершения карьеры? Не знаю, это, наверное, каждого дела. Там. Надоедает, наверное, всем бойцам. Вот, когда ты боец, там, топовый боец, все тебя знают, все тебя узнают, я думаю, это всем надоедает. Не только у нас, но и американцам, и всем. Это тоже однообразно. Сборы, уезжаешь туда, кто-то думает, вот ты поехал, там тренируешься, тут тренируешься. Это все надоедает. Думаешь, это, оставлю это все и вообще буду другим заниматься, буду отдыхать, чтобы меня никто не напрягал, чтобы меня никто не знал, не видел. Вот этого хочется. А как при этом зарабатывать деньги? Или нужно откладывать всю карьеру? Надо не откладывать. Зачем? Ну, если ты хороший боец, я думаю, тебе хватит то, что ты заработал. Реально ли в твоем случае избежать постоянных сравнений с Хабибом? Или это будет на протяжении всей карьеры? Ну, мне от этого неплохо. Наоборот, пусть сравнивают меня с чемпионом. Есть мнение, что ты улучшенная версия Хабиба, потому что у тебя, ну, опять же, как говорят, чуть-чуть выше ударная техника, а в борьбе ты не уступаешь. Ну, я с точностью могу сказать, что есть моменты, где Хабиб превосходит меня тоже. Какие? Если кто-то говорит, ну, вот в плане его прессинга. Я вообще не видел у него такой прессинг. Вот у него с первой до последней минуты одно и то же количество сил у него бывает. Он может держать, бороться. 5 раундов поменяем у соперников, 5 раундов он будет держать. Если будет свежий выходить. Да, каждый раунд меняем, он будет также цепко держать любого. У тебя пока так не выходит? Ну, может, выходит, не знаю. Может, ты просто скромничаешь сейчас? Ну, сам себя не буду хвалить. Может быть, у меня тоже получается, но я не знаю. Вы с Хабибом тренируетесь вместе с самого-самого детства. Правильно я понимаю? Да, ну, был промежуток, когда я не тренировался, а он в то время еще тренировался. Я там переехал, пару лет ходил на борьбу, как-то вот так, потом уже обратно начал ходить. Как вот на протяжении вот самого детства выстраивались ваши отношения? Ну, нет, вначале, когда я пришел в зал, я даже с Хабибом в пару не становился, потому что он был намного лучше меня во всем. Просто я был молодой тогда. Сколько тебе было лет? И весом, ну, наверное, было лет... Когда я пришел к Абдулманапу именно, было где-то 16, наверное. Тогда уже Хабиб выигрывал там бои, делал какие-то бои свои, первые поединки проводил. А я просто тренировался, проходил, боролся, даже с ним в пару не становился. Потом потихоньку, ну, я ездил на сборы, старался на сборы ездить. Ну, много таких ребят было, и все такие были уже бойцы, у которых уже есть профессиональные поединки, а я просто молодой пацан. Первое время вообще. Но, тем не менее, тебя приняли, открыли двери. Да, как-то, может, тренер во мне что-то видел, понимал, что что-то смогу добиться. И не только я, были еще пацаны, но я был одним из самых маленьких. И я помню, там были только, ну, у нас всегда, если ты самый молодой, ты должен там, все обязанности на тебе, там, пойти в магазин, что-то купить, что-то принести. И ты ходил? Я ходил, потом пытался сказать, я не буду ходить, получал и опять ходил. Когда это закончилось? Закончилось, когда другие молодые пришли. Да. С облегчением вздохнул, да? Молодые всегда пашут больше всех. Ты был в одном классе с Абубакаром. Как это было? Абубакар был где-то почти на 3 года старше меня. Но старше всех в классе. И он был такой же большой. Все были маленькие, он был вообще такой непослушный, постоянно какие-то разборки, не в классе даже. Он умудрялся с Хабиба одноклассниками драться, там на 2-3 года старше со школы ребятами драться. И Абубакар меня не запаривал, короче. Всех там в классе, что попало, он вытворял, там вообще был непослушный в школе. Я помню, тренер наш приходил и часто вообще бил его сильно за то, что за его поведение. Учителя Хабибу жаловались, чтобы Хабиб его как-то успокоил. Но его успокоить до сих пор Хабиб не может.
Его только наш тренер быстро успокаивал. Вы вместе тоже могли пойти покуролесить? Или это в основном Абубакр был зачинщиком? Но это были молодые годы, где-то мы в 6 классе учились с ним. В 6-м, 7-м, я уже точно не помню. Не, в его дела я точно не влазил. Он там с кем-то пойдет, подерется, потом другой брат придет, потом уже у них там вся семья рядом со школой жила. Придет Абубакр, другой брат, потом Хабиб, потом Шамиль Зауров. Ну, Шамиль всегда приходил только урегулировать всю ситуацию, да. Потом, если уже конфликт был слишком большой, потом уже, если это уже выходило за рамки школы, то Абубакру влетало постоянно от тренера, хоть он прав, хоть он не прав. Тренер проходил и мог в центре событий поймать Абубакра и там же его наказать. Прям во время драки мог вычесть его из толпы. Конечно. Школьные драки. Тогда это была, в принципе, неизбежность. Все постоянно дрались. Отличается ли ситуация в Дагестане сейчас? Потому что, мне кажется, этого стало меньше. Или все равно? Я тоже думаю, стало меньше, но по-любому это есть. Потому что сейчас все дети у нас в республике тренируются. И, наверное, по-любому хотят каждый показать себя, каждый свою школу хочет борьбы показать там или чего-то. Раньше, я помню, там класс на класс, школу на школу, там такие разборки. А сейчас я не слышал давно про такие разборки. Я помню, там вся школа собиралась, ходила там в другую школу на разборки. Ты участвовал в таком? Да, много раз. Ходили, иногда бывало без драк заканчивалось все, иногда там драка была какая-то. Я думаю, сейчас уже не так, но по-любому осталось. Каждая мелочь может стать причиной конфликта в школе в Дагестане. Просто зацепились и понеслась, или должно произойти что-то серьезное, чтобы дрались? По-разному бывает. Раньше было это все, просто ты мог с кем-то ты что-то повздорил, отошел за школу, подрался, и все. 90% ты с ним подрался, все, ты с ним уже очень хорошие друзья. В следующий раз он уже с тобой идет на какую-нибудь разборку. А сейчас уже как-то вообще изменилась улица, это какие-то там перестрелки, даже дети там какие-то начинают стрелять, ножи. Сейчас? Да, сейчас часто слышу, не только в Дагестане, и везде, что там кто-то кого-то ножом ударил, что-то такое. А раньше это очень, я даже не помню, что кто-то кого-то ножом ранил. Только кулаки. На кулаках подрался, пожали руки, обязательно. Подрались, пожали руки, хоть ты выиграл, хоть ты проиграл, после драки все ждали, пока они пожмут руки и разойдутся. И ты не враждуешь с ним. А вот, например, когда там кто-то пострадал, ножом кого-то ударили, потом его родственники злые, и вот так уже это большие конфликты переходят. Как старшие относились к тому, что школьники постоянно дерутся? То есть ты приходишь домой побитый, условно, да, с фингалом или еще что-то. Реакция родителей. Это норма? Первый вопрос всегда. Ты проиграл? Ты говоришь, нет, у меня синяк, у него там 2 раза больше, не проиграл. Не получается объяснить. Если у тебя синяк или что-то стало, значит ты проиграл. Конечно, ругают родители, всегда ругают. Не дери, зачем тебе надо, из-за этого будут в школе проблемы. Но это неизбежно, походу, как ты растешь. And 29-28 for the winner by unanimous decision, Islam! Сам сказал то, что в Дагестане все занимаются борьбой, в общем, единоборствами. Здесь настоящий культ ММА, борьбы, бокса, неважно, просто единоборств. Да, сейчас да. У нас же очень много борцов, боксеров, бойцов. И все сейчас хотят стать бойцами, спортсменами. На это как-то повлияла популярность Хабиба? Думаю, да, 100%. Раньше было у нас, все ходили на борьбу, потому что раньше тоже было очень много олимпийских чемпионов. Но сейчас уже все хотят стать Хабибами больше, чем борцами. И это проблема тоже сейчас. Почему? Очень тяжело стать бойцом в данное время, потому что мало организаций, все хотят драться, все хотят какие-то бои, зарабатывать хотят, но на любительской карьере ты особо ничего не заработаешь в ММА, а боев нету. И вот так, я думаю, у нас в республике очень-очень много бойцов, про которых я даже не знаю, про которых даже никто не слышал. Очень крепкие ребята, которые просто сидят без боев, потому что нету организации. И что при этом происходит? Просто перенасыщение, есть бойцы, негде драться. Если ты не стал профессионалом, по сути, у тебя жизнь потеряна, потому что ты все время отдал на спорт,
выхлопа не получилось, и что тогда? Идешь работать, обратно с боев в борьбу ты не пойдешь. Какие-то там в бокс ты не пойдешь, будет очень тяжело, очень-очень тяжело будет. Если ты не занимался этим с самого детства, то тяжело будет потом начать бороться или боксировать. Так и случается вот сейчас, в данное время. Просто вот ребята без боев, и уже когда надо работать, когда надо заводить семью, идут работать. А когда ты пытаешься совмещать профессиональную карьеру с работой, то это очень-очень тяжело. Вспоминаю условия в 12-й школе, в первом зале, где вы тренировались. Это такое типичное место, откуда выходят чемпионы. Говорят же, что чемпионы выходят из подвалов. Тут то же самое. Если сравнивать условия для тренировок в Дагестане, когда ты только начинал и рос, и сейчас, огромный скачок? Не сказал бы огромный, потому что много этих же залов, которые до сих пор не изменились. Просто у нас появились какие-то возможности, мы построили новый зал. А так есть таких же много залов, где нет условий. Это проблема или нет? Я бы не сказал, это проблема. Я бы сейчас даже с радостью перешел бы опять же в эту 12-ю школу тренироваться. Почему? Потому что в этом зале чуть тяжело сейчас. Очень много внимания, очень много людей приходит, там какая-то толпа бывает всегда вот неспокойно в этом зале. А вот там в 12-й школе к нам мало кто приезжал на сборы, мало кто там приходил лишних людей, мало людей приходило смотреть. А сейчас постоянно у нас в зале люди какие-то новые, каждый день новые лица приходят, ты даже не знаешь, кто это. Приходит в зал, там на балкончик кто-то может сидеть, снимать твои тренировки. А вот 12-я школа какая-то вот атмосфера была, мне всегда там нравилась. Очень такой, большой зал, просто это как школьный большой зал, есть ковер, груша. Турник, канат, что еще надо? Но тем не менее, построить свою школу было большой мечтой Абдулманапа. Да, это связано с ММА, я сейчас говорю про то, что тяжело, а там есть много разных секций борьбы, там самбо, конечно же, это большой плюс. Если в плане этого смотреть, там очень много детей тренируется. В июле мы все потеряли большого специалиста. Влияние Абдулманапа на спорт и вообще, наверное, не только спорт, а общество вообще в Дагестане огромное. Это так? Да, я думаю, это, в последнее время и с обществом было все связано, и у нас в зале это, неоценимо вообще. Как было с ним и как сейчас после него. Какой-то, не знаю, как будто пустой зал. Никто вот не наезжает, не ругает, ты приходишь, уходишь. Как-то уже, пока, я не знаю, пока как-то неинтересно как-то стало. Как ты сам перенес потерю? Не знаю, это, конечно, нелегко, потому что это был не просто там человек, которым ты приходишь с 5 до 7 тренируешься и уходишь домой. Это было что-то, какое-то место большое в жизни он занимал каждого у нас в зале. И думаю, нелегко, но понимаешь, что все, у всех время когда-то настанет, и это была просто воля Всевышнего, и он ушел. И это и помогает. Вера помогает в таких моментах. Абдулманап – это не только ведь тренер, это еще отец и совесть практически для всех, кто у него занимался, если не для всех. Да, это не был просто тренером, вот ты пришел, он тебя потренировал, и все, ты ушел домой. Нет, он был во всех твоих делах, во всех твоих проблемах. Вот начиная у меня, я к нему пришел, я был, только поступил, все от 1 до 5 курса он знал, как у меня учеба идет. Не только у меня, почти у всех в зале. Знал там какие-то у меня проблемы в делах, он это знал. Где-то что-то не получается, он и это знал. Ты мог ему позвонить просто среди ночи и сказать что-то, что что-то идет не так? И просто вы говорите. Конечно, очень много раз я к нему звонил. Например, где-то я не успеваю, где-то не получается, можешь прийти, все, утром. Он даже, например, какие-то у тебя проблемы где-то, ты к нему позвонил, он тоже не знает этих людей, просто он идет и все. Все на своих местах. Что теперь будет с командой? Есть ли человек, который однозначно займет его место и будет заполнять эту потерю? И, понятно, что ее невозможно восполнить, но человеком, который будет явно во главе всей команды. Я думаю, только у Хаиба, наверное, так получится, если он этим займется. Я думаю, Хаиб сможет. А так тяжело будет остальным. Как думаешь, будет Хабиб этим заниматься? Думаю, нет. Потому что
Хабиб тоже всю свою жизнь в спорте и уже устал, наверное, всем этим заниматься. Ну, даже сейчас, например, не всего зала, но есть ребята, основной костяк, которые Хабиб знает про всех их, там, что у них там, какие проблемы, что где-то не получается, и всегда помогает вот бойцам, которые вот сейчас просто растут. Он знает, что уже возраст, что уже надо зарабатывать, он их ставит на зарплаты. Человек 25, наверное, 30 таких бойцов, не который даже такой хороший боец, просто он с нами вырос, ну, не получилось у него там бойцом еще стать, ну, не дано ему. Даже Хабиб таким людям ставит какие-то зарплаты, чтобы помочь просто. Главное, счастливое воспоминание от Абдулманапа. Может быть, случай какой-то был, который ты вот лучше всего запомнился тебе? Наверное, на соревнованиях, когда в 2009 году я выиграл чемпионат России. Боевое самбо? Да, боевое самбо, когда я выиграл чемпионат России тогда. И он мне говорил после этого, я тогда, говорит, не думал, что ты выиграешь. И потом он всем рассказывал, Ислам такой худой, каждый бой проигрывал, и в концовке то болевой, то там какой-то бросок, вот так вырывал победу. Я думаю, это было, ну, когда я выиграл именно эту Россию, я думаю, это был один из самых счастливых моментов для него в моей карьере. Я прочитал в одном из текстов, когда у тебя была дисквалификация за мельдоний, там было написано, что таким образом вы лечили аритмию сердца у тебя. Mm-hmm. Действительно существовали какие-то медицинские проблемы? Да, у меня существовали проблемы. Я даже выиграл вот по комитетовской версии боевой самбо чемпионат России и должен был ехать на чемпионат мира в Японию. Прошел со всеми ребятами сбор в Подмосковье и уже вылетали через 5-6 дней должен был вылететь на чемпионат мира в Японию. И за буквально неделю где-то меня поставили в курс, что вот так у тебя есть проблемы с сердцем, и мы не можем тебя отправить. Хотя эту проблему я выиграл чемпионат России где-то в начале года, в феврале, а мир должен был быть в ноябре. Они, сборные могли мне сказать в начале, потому что сразу ты выигрываешь Россию, тебя отправляют на полное медобследование, и тогда у меня выявили проблемы. Ну, я сейчас не знаю, я уже не стал тоже разбираться, там, может, кому-то так выгодно было сказать мне это прямо перед чемпионатом мира, что я не мог ничего исправить. И вот так меня сняли с чемпионата мира. Я уже начал более узнавать о своей проблеме. И мне попался врач очень хороший. Тогда я с ним пошел, посоветовался, и он мне сказал, если ты планируешь провести большую карьеру, долго выступать, давайте проведем маленькую операцию РЧА. Просто у меня сердце билось, как у обычного человека, и в другом месте еще один скачок давал, как лишний раз у меня сердце билось. И просто это место прижиганием убрали просто эту проблему, и все. То есть этого больше не существует, да, все в порядке? Да, это все, я провел эту маленькую операцию, и после этого не было никаких проблем. Я общался с этим врачом, он мне говорил, малышка, по-моему, биатлонист, я, говорит, ему делал операцию, и он через полгода Олимпиаду выиграл. Так что ты можешь не волноваться, можем провести операцию, и все. И вот так я оперировал. Тогда даже дома никому ничего не сказал. Я только другу, брату, там, 3-4 людям сказал, и поехал в Москву. Провел эту операцию на сердце, по-любому. Потом, когда начались у меня проблемы с мельдониями, и у меня был весь список этих документов, вот такая пачка, там, вся история болезни, как я все медобследования проходил. И вот, когда меня поймали на мельдоне, и я брату быстро позвонил, скинь мне все мои документы, все надо отсканировать и мне отправить. Брат сказал, хорошо, и оставил эти все документы на столе просто дома. И мама посмотрела, что за документы, и всю ночь там изучала эти все документы, и потом звонит с такими эмоциями, ты что, ты провел эту операцию, никому ничего не сказал, короче. Я там пытался объяснить, что это мелочь, но родителям не объяснишь. Ну да. Мельдоний был в том случае для восстановления, да, уже сердца? Мельдоний, да, мне прописано было это врачом тоже. И в то время у нас на сборах все сборные России получали, как спортивное питание нам выделяли по самбо на сборах, вот каждому спортсмену там 10 медикаментов каких-то, там всякие аптечные витамины, аскорбинки. да, аптечные витамины, и все принимали. А потом оказалось, что это держится 6-7 месяцев в организме, а я никогда не принимал мельдоний там курсом каким-то.
Просто мог пойти в шкафу, увидел пачку, там поел таблетку и все. Ну, кто знает, что это такое, что такое мелодронат, все поймут, что это самая натуральная аскорбинка просто для сердца и все. Большинство бойцов постоянно что-то умалчивают о своем здоровье. 100%, думаю, да. Это нормально или это может привести к каким-то плохим последствиям? Это, я думаю, может привести. Ну, я думаю, если адекватный спортсмен. Ну, вот, например, я сразу пошел к врачу. И решил проблему. И пошел консультироваться у него. Что, как, нужно мне это, не нужно, смогу ли я с этим тренироваться дальше, как это повлияет на мою карьеру. Я сидел с ним просто, я вот на сердце операция, не шутки, может, там, я не смогу дальше тренироваться, а может, я не сделаю этого и смогу дальше тренироваться. Я это все анализировал и пришел к выводу, что это можно сделать. Какая мысль больше превалирует? Забить на операцию, но зато пахать в зале и выступать? Или все-таки здоровье прежде всего? Не, по-любому. Должно быть здоровье прежде всего. Ну, когда организм молодой, когда ты... Вот сейчас, если я бы с этим столкнулся, я бы, не задумываясь, пошел бы лечить там полностью себя. А на тот момент там думаешь, как... Да я конь, я все сделаю. Молчать, да это же мелочь, вот же я тренируюсь, вот же я все нагрузки выдерживаю, что это такое там. Ну вот на тот момент, если бы я не согласился на операцию, я думаю, сейчас бы это мне очень сильно помешало в плане того, что и в UFC я проходил бы все эти обследования, и там меня не прокатило бы ничего, просто меня снимали бы с боев. И на тот момент я еще думал, у меня мечта была вот именно по этой версии, в шлемах, по такой версии Федор Емельяненко выступал, в этой версии выиграть чемпионат мира. И я понимал, если я не сделаю эту операцию, то я не буду больше выступать по самбо. И я сделал, на этот год не выступил, через год я опять выиграл чемпионат России и поехал в Болгарию на чемпионат мира и там выиграл. Тогда с большим риском я поехал тоже на чемпионат мира. Тогда Ты я уже был бойцом UFC? Бойцом UFC. Я говорил своему менеджеру, я говорю, пообщайся там, чтобы я мог выступить на чемпионат мира. Он говорил, нет, не стоит, ты не можешь. У тебя просто контракт. В темную, да? И уже я понял, что надо, действовать самому там. Просто в темную выступил, выиграл и все. Выиграл и на следующий день вылетел в Америку сразу. Возвращаясь к теме здоровья, как думаешь, с чем связано то, что многие бойцы, да и не бойцы, а именно вот спортсмены, они постоянно пытаются что-то скрыть? Это вот просто потому, что у нас привыкли все терпеть, это по-пацански, мы вытерпим, прорвемся дальше. Или это страх, то, что будет закончена карьера? Не, я думаю, это вообще такой фактор, что молодой, просто есть же, например, вот вольная борьба, бокс, там такое не прокатит, там ты проходишь постоянно медобследование, там какие-то проверки, да, на УМО ездишь, а вот в таком неолимпийских видах спорта этого всего нету, и никто тебя не обследует. Например, ты здесь профессиональных бойцов, я не знаю, где их обследуют, например, те, кто дерутся в российских лигах, они сдают анализы, там, гепатит, просто кровь сдают, и все, они выходят, дерутся. Никто не знает, что у него с головой, что у него с сердцем, там, что у него вообще в организме творится. Я знаю, у нас парень был в сборной тоже, очень крепкий, выиграл чемпионат России. Он всю жизнь тренировался в вольную борьбу, всю жизнь как профессионал. Боев не было, но он выступал, я не буду сейчас озвучивать имя, и он выиграл чемпионат России, поехал на УМО, и у него оказались очень большие проблемы, что организм, что все, больше ему нельзя тренироваться. Все, он выиграл чемпионат России, после этого УМО он больше не тренировался. И до сих пор больше не выступает. И не поехал на чемпионат мира тоже. Просто это ему помогло сохранить свою жизнь, сохранить свое здоровье. Что он попал в вот такой вид спорта, где его проверят полностью. Никто сейчас из профессионалов, там, бойцов ММА не пойдет, там, отдаст где-то 100 с чем-то тысяч лишних там денег, чтобы проверить свой организм. Как дела с этим в UFC? Все за счет UFC вас постоянно проверяют, да. Правильно? Как часто? UFC перед каждым боем почти. Ты проверяешь голову, сердце, зрение, слух, все ты проверяешь. Все жизненно важные какие-то анализы ты все сдаешь. Там тебя постоянно контролируют. UFC, например, сейчас я могу провести любую операцию в любой точке мира, они мне оплатят. Да, они мне, вот,
например, наши российские бойцы лечатся в Москве в самой дорогой клинике, как я знаю, европейской. Там, если мениск стоит в обычных больницах максимум 100 тысяч рублей, а там она где-то 10 тысяч долларов уходит. Это, наверное, стоит этих денег, потому что там... Вся карьера на кону. Да, вся карьера на кону, и они отвечают за свою работу. USADA приезжает в Дагестан? Да, очень часто. 3 или 4 дня назад приезжали ко мне домой. Как им, они нормально ориентируются в Дагестане? Да, Для них да. это не самая привычная обстановка, мне кажется. Уже, да, они ориентируются. Ну, иногда, редко приезжает один и тот же человек. Постоянно новые люди. Один раз, я живу в поселке Новых Ушет, и там все адреса, например, улица там Калинина, Ленина, такие же адреса есть и в Махачкале, такие же адреса есть в Новых Ушете. Если набиваешь навигатор, тебе надо набрать Новых Ушет и потом адрес. Один раз приехали ко мне не USADA, а ВАДА, когда я выиграл чемпионат мира по самбо, приехал ВАДА, и он взял у меня тест, и я ему говорю, может тебе помочь, ты если кого-то ищешь со сборной, я всех знаю, могу тебе как-то помочь. Не, я сам, он говорит, я, пойду, говорит, я, говорит, иду к 26 бакинских комиссаров, мне недалеко, и уходит вглубь Хушета. Я же знаю, что он уже перепутал все. Я говорю, точно вам помочь? Он говорит, не, все нормально, я сам доберусь. И все, ушел он вглубь Хушета. Ну, выездная улица налево, он ушел направо. И потом, через где-то месяц... Ты его нашел в лесу? Нет, потом приходит флажок Гасанханову, тоже чемпион мира парень, приходит ему флажок, тот сфоткал неправильную дверь, неправильный адрес. Вот он сфоткал, я пришел на 26, бакинских такой-то адрес, человек мне просто не открыл дверь. И потом ему надо там судиться, какие-то там... То есть человек просто получил предупреждение ни за что? Да, но это предупреждение, конечно же, убрали, потому что... убрали, все в порядке. Он не пошел по адресу. В каких ситуациях самых необычных USADA тебя заставал? Они правда могут прийти среди ночи, и им вообще плевать, где ты, что ты, с кем ты? Они не могут прийти среди ночи. Они могут... У меня бывает... У меня есть application на телефоне, программа, и я вбиваю свой адрес тренировок, например, с 5 до 7 я в зале. Такой-то адрес каждый день с 5 до 7. Потом я вбиваю адрес своего дома с 6 до 7 утра, я в дома постоянно. И они могут прийти по любому из этих адресов, стоять с 6 до 7, меня нету, все, флажок. Или в зал прийти, меня нету, флажок. А так, если у меня будет время назначено, что я с 2 до 4 ночи там сижу дома, то они придут в это время. Бывает какое-то определенное время, но не день. В день они могут любой прийти. Присутствие антидопинговой системы в ММА – это плюс? Да, это безусловно плюс. Из-за чего? Потому что есть сторонники того, что разрешите бойцам употреблять, и будет только лучше. В первую очередь здоровье. Потому что раньше просто, я не знаю, как они выходили и рубились там без остановки, потому что были напичканы, наверное, чем хочешь. И это же и травмы, и все это постепенно это на много что влияет, на твое здоровье, там, на эти же самые бои беспощадные, где 15 минут они без остановки дерутся, там, ломают друг другу голову. А сейчас как-то, вы же сами все заметили, как UFC даже поменялись чемпионы, как все изменилось после того, как были бойцы для меня, вот и раньше в UFC, я думал, вот это вообще зверь, думал, как его вообще остановить, кто его вообще выиграет, например, Ренан Барау, 61 чемпион. Все, пришла USADA, у него там 6 поражений подряд. Для меня лучший пример прихода USADA – это Белфорт. Да, вот Белфорт. Ну, вот таких много бойцов, которые вот просто поменялись, и в шоке просто я остался, как так. Даже не думал, что что-то может так помочь бойцу, там, быть чемпионом или драться вообще по-другому.